Всем большой привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы будем вязать вот такие теплые пинетки из толстой пряжи. Размер подошвы варьируется от 10 до 10,5 сантиметров в зависимости от того, как вы будете вязать плотно или более расслабленно. Такие пинетки вязать очень просто и быстро, поэтому их свяжет даже начинающий. И мы приступаем. Для вязания нам понадобится 2 моточка пряжи Yarnart Jeans Plus и 1 моточек плюшевой любой пряжи. Я крючок использую 3,5 мм. Основной цвет пинеток будет оранжевый, поэтому берем клубочек оранжевого цвета. И теперь делаем начальную петлю и набираем 14 воздушных петель. 14 петель мы набрали, далее первую петлю пропускаем, со второй начинаем вязать столбики без накида. Вяжем 6 столбиков без накида. Шестой. Далее будем вязать один полустолбик с накидом. Делаем накид и провязываем 3 петли вместе. Дальше вяжем 6 столбиков с накидом. В последнюю петлю, в которую будем вязать шестой столбик с накидом, будем делать прибавление. Осталось провязать шестой столбик с накидом в последнюю петлю, и в эту же петлю мы будем вязать еще 5 столбиков с накидом, и всего в одной петле у нас получится 6 столбиков с накидом. Итак, все столбики мы провязали. Дальше начинаем вязать 5 столбиков с накидом уже в каждую петлю без прибавлений. Пятый столбик с накидом. Провязали. Далее вяжем один полустолбик с накидом, делаем накид, провязываем 3 петли вместе. Дальше вяжем 6 столбиков без накида, и также в последнюю петлю, куда мы провяжем шестой столбик без накида, мы будем делать прибавление. И вот у нас последняя петля, провязываем шестой столбик без накида. И в эту же петлю провязываем еще 3 столбика без накида. Всего в одной петле у нас получится 4 столбика без накида. Далее вяжем 2 соединительных столбика. Один в первую петлю, второй во вторую петлю. Далее начинаем вязать второй ряд, набираем 3 воздушные петли и вяжем 10 столбиков с накидом. Давайте провяжем самостоятельно, дальше мы с вами встретимся, будем делать прибавление. Итак, провязали 10 столбиков с накидом, далее делаем прибавление. В одну петлю провязываем 2 столбика с накидом. И так нам нужно сделать 6 раз, то есть сделать 6 прибавлений. Одно прибавление сделали, вяжем второе прибавление в следующую петлю. Один и второй столбик с накидом, второе прибавление сделали.
Третье прибавление вяжем. Провязали. Четвертое. 2 столбика с накидом в одну петлю. Пятое. И последнее, шестое прибавление в одну петлю, 2 столбика с накидом. Все прибавления сделали. Далее нам нужно провязать 11 столбиков с накидом и снова будем делать прибавления на пяточке. Провязали 11 столбиков с накидом. Здесь также делаем прибавление в одну петлю, вяжем 2 столбика с накидом. Здесь у нас будет уже 5 прибавлений. Второе прибавление, 2 столбика с накидом в одну петлю. Пятая петля у нас получилась от первого соединительного столбика, который мы делали в первом ряду. Еще пятое прибавление в одну петлю, 2 столбика с накидом. Провязали, прибавление сделали. Далее делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Второй ряд мы провязали. Далее вяжем третий ряд. Набираем 2 воздушные петли подъема. И теперь вяжем 11 столбиков без накида до прибавления. Давайте провяжем столбики без накида самостоятельно и с вами встретимся. 11 столбиков без накида провязали. Далее делаем прибавление. В одну петлю вяжем прибавление. 2 столбика без накида. В следующую петлю только 1 столбик. В следующую снова 2 столбика без накида. В следующую 1 столбик без накида. И так чередуем. Делаем прибавление, потом вяжем просто 1 столбик без накида. И здесь у нас также должно получиться 6 прибавлений. Прибавление. В одну петлю 2 столбика без накида. Последнее прибавление. Итак, все, на носочке сделали прибавление. Дальше провязываем 12 столбиков без накида до прибавления на пяточки. Вяжем. 12 столбиков без накида провязали. Далее делаем прибавление. В одну петлю вяжем 2 столбика без накида. В следующую петлю только 1. В следующую снова прибавление 2 столбика без накида. В следующую 1. Точно так же, как мы делали на носочке. И здесь у нас будет 5 прибавлений. Также чередуем. Через 1 столбик без накида делаем прибавление. Последнее прибавление, пятое, сделали. Далее делаем соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. Все, подошва у нас готова. Дальше будем выполнять переход от подошвы к основанию, подъем. Набираем 2 воздушные петли подъема и теперь вяжем столбики без накида за одну дальнюю стенку петли. Вот, одна дальняя стеночка петли. Не за всю петлю. Вот она, вся петля. А мы вяжем только за одну стеночку. И вяжем столбики без накида. Всего у нас здесь получится 54 столбика без накида и плюс 2 воздушные петли подъема, которые мы считаем за один столбик. Получается 55 столбиков без накида. Давайте провяжем самостоятельно этот ряд. Провязали первый ряд. Далее делаем соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. Сделали.
Оттягиваем немножко петельку, делаем ее больше и оставляем. Дальше мы будем менять цвет на белый, и второй ряд мы будем вязать белым цветом. Берем ниточку и заправляем. Я буду начинать вязать где-то середины пяточки приблизительно. Заправляем нить. Уже вяжем полностью за всю петлю. Набираем 2 воздушные петли подъема и вяжем также столбики без накида. Ниточка, которая у нас осталась, прячем по ходу вязания, чтобы она у нас нигде не торчала. Вяжем полностью уже за всю петлю. Дальше не забывайте провязывать столбик без накида в петлю, которая у нас получилась от соединительного столбика. Провязали. И дальше вяжем уже в петлю, которая у нас получилась от первого столбика без накида в первом ряду. И здесь у нас также должно получиться 54 столбика без накида и плюс 2 воздушные петли подъема, получается 55. Вяжем самостоятельно. Провязали этот ряд, далее делаем соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. Далее делаем еще одну воздушную петлю и отрезаем нить. Ниточку отрезали, теперь продолжаем вязать третий ряд снова ниточкой оранжевого цвета. Так, берем петлю и протягиваем ее на лицевую сторону. Протянули, подтягиваем. И продолжаем вязать, набираем 2 воздушные петли подъема и вяжем столбики без накида. Давайте провяжем третий ряд также самостоятельно до конца ряда. Довязали третий ряд, делаем соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. Делаем еще одну воздушную петлю и также отрезаем нить. И вот что у нас уже получается. Далее мы будем вязать мыс пинетки. Для этого находим середину на мыске. Можно вот так сложить пинетку пополам. И также можно найти центр на мыске. Нашли и отсчитываем 4 петли. 4 петли отсчитали вправо и 4 также петли влево. Всего получается на первый ряд у нас пойдет 8 петель. И здесь мы также будем вязать за дальнюю стенку петли. Не за всю петлю, а только за одну ее стеночку. Вот. И давайте заправим ниточку. Заправили, делаем воздушную петлю и начинаем вязать уже со следующей полупетли. Вяжем за дальнюю стенку петли еще 7 столбиков без накида. Седьмой. Провязали, разворачиваем вязание, начинаем вязать второй ряд. Первую петлю пропускаем, начинаем вязать со второй столбики без накида. Во втором ряду у нас получится 6 столбиков без накида. Довязали, далее нам нужно сделать 2 соединительных столбика. Также соединительные столбики вяжем за одну полупетлю. Один соединительный столбик и второй следующую полупетлю. Сделали, разворачиваем вязание, начинаем вязание со второй петли, то есть с
петли, которая у нас получилась от первого соединительного столбика. И в третьем ряду у нас получится 7 столбиков без накида. Провязали, далее делаем также 2 соединительных столбика за одну стенку петли. Один и второй в следующую. Провязали, разворачиваем вязание, вяжем. Также начинаем вязание со второй петли. И в четвертом ряду у нас уже получится 8 столбиков без накида. Провязали, далее также делаем 2 соединительных столбика. Кстати, крючок я завожу с лицевой на изнаночную сторону. Один соединительный и второй в следующую полупетлю. Разворачиваем вязание, будем вязать 5-й ряд. Также начинаем вязание со второй петли. Вот такой мысок уже у нас получается. И в 5-м ряду у нас уже получится 9 столбиков без накида. Провяжем самостоятельно. Провязали 9 столбиков без накида. Далее также делаем 2 соединительных столбика за одну стенку петли. Сделали, разворачиваем вязание. И теперь смотрите, мы прибавления больше делать не будем. То есть у нас всегда будет 9 столбиков без накида. Таким образом, мы пропускаем 2 петли, которые у нас получились от соединительных столбиков, и вяжем с третьей петли. То есть прибавления у нас уже не будет. В каждом ряду теперь будет по 9 столбиков без накида. Провязали 6-й ряд. Далее также делаем 2 соединительных столбика. Один и второй. Разворачиваем вязание и также начинаем вязать с третьей петли. 2 петли пропускаем и с третьей начинаем вязать. В 7-м ряду у нас также получится 9 столбиков без накида. И давайте таким образом провяжем этот ряд и еще 2 ряда самостоятельно. И всего должно получиться у нас 9 рядов. Итак, смотрите, провязала я 9 рядов. 5, 6, 7, 8, 9. Теперь делаем только один соединительный столбик. Разворачиваем вязание. Мыс мы вязать больше не будем. Сейчас мы начнем вязать уже язычок. Вот такой мыс у нас получился. Далее начинаем вязание со второй петли уже. Вяжем 9 столбиков без накида. Это мы будем считать первый ряд язычка. Последний 9 столбик провязали. Разворачиваем вязание. Здесь уже соединительные столбики не будем делать. Разворачиваем, подтягиваем немножко петлю, делаем столбик без накида и еще одну воздушную петлю. Далее накид и вяжем еще 8 столбиков с накидом. Всего как бы у нас получится 9 столбиков с накидом. Давайте довяжем сейчас самостоятельно этот ряд. Довязали. Далее делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание, будем вязать третий ряд. Третий ряд будем вязать просто столбиками без накида. То есть с изнаночной стороны мы будем вязать столбики без накида, с лицевой стороны столбики с накидом. Всего на язычок у нас уйдет 8 рядов. Но 8-й ряд мы будем вязать самостоятельно. Здесь, кстати, начинаем вязание с самой первой петли в этом ряду. 9 столбик. Последний столбик вяжем в воздушную петлю, которую мы делали в начале второго ряда. Разворачиваем вязание, вяжем 4-й ряд. Также делаем столбик без накида и плюс воздушная петля. И еще вяжем 8 столбиков накидом. И давайте сейчас провяжем самостоятельно все 7 рядов.
И смотрите, 7 рядов я провязала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сейчас будем вязать 8. Начинаем вязание. Вяжем 1 столбик без накида, 1 полустолбик с накидом. Все 3 петли провязываем вместе. Далее вяжем 5 столбиков с накидом. Пять. Далее вяжем 1 полустолбик с накидом и 1 столбик без накида. Далее делаем воздушную петлю и отрезаем ниточку. И у нас язычок готов. Дальше мы будем вязать боковые стороны. Начинать вязание мы будем с одной полупетли, которая у нас осталась вот от мыска. Вот с этой петли будем мы начинать вязание. Заводим ниточку, делаем воздушную петлю. Далее в эту же полупетлю заводим крючок и вяжем 1 столбик без накида и плюс воздушная петля. Это у нас такой столбик подъема. Далее делаем накид. Одну петлю мы пропускаем и начинаем вязание со следующей. Таким образом мы будем формировать уже отверстие для шнурка. Вот оно у нас получилось. Далее мы будем вязать столбики с накидом. Провяжем до середины пяточки и в середине пятки мы будем делать одно убавление. Давайте провяжем самостоятельно. Довязали до середины пятки, делаем убавление. Делаем накид. Провязываем 2 петли, 2 петли остаются на крючке. Далее снова накид, в следующую петлю заводим крючок, достаем петлю, провязываем через 2 петли, 3 петли у нас осталось. И провязываем через них. Убавление сделали и далее вяжем столбики накидом и оставляем 2 петли недовязанными. Этот шнурочек прячем по ходу. Итак, смотрите, я не довязала 2 петли, 1 петлю и 1 полупетлю, которая у нас осталась от мыска. Теперь делаем накид, вяжем столбик без накида в самую последнюю петлю. Одну петлю мы пропускаем и вот сюда вяжем столбик, точнее полупетлю, формируя отверстие для шнурка. Сделали. Далее воздушная петля, разворачиваем вязание. Вяжем второй ряд столбиками без накида до конца, без убавлений и без прибавлений. Давайте провяжем сейчас самостоятельно до конца ряда. Второй ряд мы провязали, далее разворачиваем вязание, вяжем третий ряд. Здесь мы снова будем формировать отверстие для шнурка. Вяжем столбик без накида и еще плюс 1 воздушная петля. Далее накид, одну петлю пропускаем и со следующей начинаем вязать. Вяжем столбики с накидом. То есть здесь мы также чередуем. Лицевой ряд у нас столбики с накидом, изнаночный ряд у нас столбики без накида. И так вяжем до конца ряда, оставляя в конце ряда 2 петли. Здесь мы будем делать также отверстие для шнурка. Довязали, оставили 2 петли, делаем накид, одну петлю пропускаем и в самую последнюю вяжем столбик с накидом. И у нас получилось отверстие для шнурка. Далее воздушная петля и разворачиваем вязание, вяжем 4 ряд столбиками без накида полностью до конца ряда. Провяжем самостоятельно. Давайте провяжем этот ряд и еще 2 ряда самостоятельно. В пятом ряду вяжем столбики с накидом и также в начале и в конце ряда формируем отверстие для шнурка. Провязали мы боковые стороны стеночки и в шестом ряду мы уже отрезали ниточку. И вот что у нас уже получается. Дальше мы будем вязать уже плюшевой пряжей. Берем ниточку плюшевой пряжи. Крючком я буду вязать этим же. И сейчас мы будем вязать за одну стенку петли, которая у нас находится ближе к нам. Не к внутренней стороне, а ближе к нам.
Отрезок нити оранжевого цвета, что остался, мы будем прятать по ходу вязания. Итак, заправляем нить. Делаем одну воздушную петлю, и в эту же полупетлю мы вяжем еще 2 столбика без накида. Один и второй. И все ниточки прячем по ходу вязания. Вяжем столбики без накида до конца ряда за одну стенку петли, за ближнюю стеночку петли. И вяжем. Давайте провяжем самостоятельно до конца этого ряда. И в конце ряда будем делать прибавление в самую последнюю петлю. Будем вязать 2 столбика без накида в одну полупетлю. Довязали, у нас осталась одна полупетелька. И сюда мы вяжем 2 столбика без накида. Один и второй. Далее разворачиваем вязание, но перед этим набираем 3 воздушные петли подъема и второй ряд будем вязать столбиками с накидом уже в каждую петлю. Так, начинаем здесь со второй, так как набирали 3 воздушные петли подъема, которые считаются за один столбик с накидом. И вяжем в каждую петлю до конца ряда столбики с накидом. Давайте провяжем самостоятельно до конца ряда. Итак, мы провязали второй ряд, далее делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Третий ряд мы будем вязать столбиками без накида. И здесь мы также будем чередовать столбики без накида, столбики с накидом. И всего у нас должно получиться 5 рядов. И давайте эти уже ряды провяжем самостоятельно. Здесь ничего сложного нету, просто столбики с накидом, столбики без накида. Так чередуем. И дальше мы встретимся с вами, когда провяжем все 5 рядов. Итак, все 5 рядов мы провязали. Дальше мы эту ниточку спрячем внутрь вязания. Сейчас мы будем делать один ряд также плюшевой пряжей на язычке. Вот. И последний ряд мы будем делать также столбиками без накида, начиная с самой первой петли. Здесь мы уже вяжем полностью за всю петлю. Также набираем одну воздушную петлю и в эту петлю еще вяжем 2 столбика без накида. Ниточки, которые у нас остались, прячем по ходу вязания. Один, второй. Теперь берем эту нить, кладем, плюшевую ниточку кладем и прячем внутрь вязания. Вяжем столбики без накида до конца ряда. В конце ряда в последнюю петлю мы будем также делать 2 столбика без накида. Так, и в последнюю петлю вяжем 2 столбика без накида. Второй делаем воздушную петлю и отрезаем ниточку. И вот у нас готово. Все ниточки, которые торчат, и мы отрезаем. Плюшевую ниточку, которая у нас осталась, мы прячем внутрь вязания. И у нас пинетка готова. Я еще вставлю сюда люверсы. Можно, у кого нету люверсов, естественно, их не вставлять. Можно оставить так. Так пинетка тоже смотрится отлично. Шнурочек я уже связала. Как вязать такой шнурок, у меня есть отдельное видео. Можете его посмотреть. Ссылку оставлю в описании. И давайте я сейчас вставлю люверсы, заправлю шнурок и покажу пинетку в готовом виде.
И вот такие тепленькие красавчики у нас получились. Можно еще связать подошву плюшевой пряжей и положить внутрь пинетки. Так пинетка будет еще теплее. А у меня на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео и вязали вместе со мной. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Впереди еще много всего интересного. А я всем желаю творческих успехов и до новой встречи в новом видео. Пока!